Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Энтони Аркрайт, подражатель Джека Потрошителя. Энтони Аркрайт – осужденный британский разгульный убийца, который в течение 56 часов в августе 1988 года убил 3 человек в Уот-апон-Дирне, Южный Йоркшир. Аркрайт также подозревается в убийстве 4-го человека во время своей серии убийств, обвинения в которых судья, рассматривавший дело Аркрайта, распорядился приобщить к делу. На момент совершения убийств Аркрайту был 21 год, а на момент вынесения приговора ему было 22. В настоящее время он отбывает пожизненный срок. Но давайте рассмотрим все последовательно. История этого отморозка началась 24 марта 1967 года. В этот день появился на свет будущий серийный убийца Энтони Ричард Аркрайт. Он родился в таунхаусе в Южном Йоркшире. Мать его бросила в раннем возрасте, а его отец был шахтером. Также упоминается в его семье дед, который был молочником. Аркрайт был средним из 5 детей. Значительную часть детства Энтони провел в детских домах, учился в школе плохо. Его дразнили сверстники, которые спекулировали на том, какие отношения царили в его семье. Дразнили его тем, будто он родился в результате инцеста между его матерью и дедушкой. Он рос проблемным подростком, часто нарушал закон, и его лицо было хорошо известно в полицейских участках. У него было несколько случаев совершения мелких преступлений, мелкие кражи и кражи со взломом, нападения. И он в итоге втянулся в преступную жизнь и получил срок в Борстоле. Он проявил большой интерес к Джеку Потрошителю и йоркширскому потрошителю Питеру Сатклифу. Возможно, впервые в его жизни кто-то привлек его внимание, и от очарования ими он дошел до массовых убийств. К тому времени, когда ему исполнился 21 год, он сменил детский дом на собственную муниципальную квартиру в Уот-апон-Дине, Южный Йорк. Аркрайт работал у торговцев металлоломом в Мексборо, Южный Йоркшир. Но 27 августа 1988 года он был уволен за плохую посещаемость. Именно после этого увольнения началась 56-часовая череда убийств. Он то и дело менял работу, в основном черную, но его разум зациклился на убийстве. Забавно, но он даже хвастался приятелям, что однажды станет таким же печально известным, как Джек Потрошитель. Пятница, 26 августа 1988 года, 16:30. После увольнения он сразу же отправился на поиски своего деда, который, как он считал, ошибочно, на самом деле был его отцом, и что он родился в результате кровосмесительных отношений между дедом и матерью. Он напал на своего 68-летнего дедушку, родившегося в Литве Станислава Пудойкоса, когда тот ухаживал за своим участком на Раскин-драйв, Мексборо. Он ударил его ножом в шею, перерезав артерию, в результате чего старик почти мгновенно потерял сознание, а затем нанес удары топором и молотком, после чего спрятал тело в сарае. Считалось, что второй жертвой Аркрайта была домработница его деда, 73-летняя Эльза Кронодайт. В то время, когда он был в процессе присвоения сбережений своего деда в размере 3000 фунтов стерлингов, она попалась ему под руку и была жестоко зарезана. Тело Пудойкиса и Кронодайт лежали необнаруженными в течение 6 дней. Той ночью он посетил несколько пабов в этом районе вместе с соседями. Вел себя вызывающе, говоря намеками о своем преступлении.
Соседи позже сообщили, что он вел себя очень странно даже для него самого. Он открыто заявлял: «Сегодня на участке случилось нечто ужасное». Но его слова никто всерьез не воспринял. Суббота, 27 августа 1988 года, 3 часа ночи. Он вернулся в Уотт и вошел в квартиру своего соседа, 45-летнего бывшего учителя Реймонда Форда. Обнаженный, в маске дьявола князя тьмы, закрывающей лицо, он нанес Форду 250 ударов ножом, вонзив нож в каждую часть его тела. Он распотрошил труп с хирургической точностью, которая, как позже сказали криминалисты, была удивительно похожа на технику, использованную Джеком-потрошителем. Тело господина Форда было обнаружено 3 дня спустя в его доме в Уотте. Его внутренности были разбросаны по комнате, а некоторые из его внутренних органов были разбросаны по коридору и прихожей. В 7 часов утра Аркрайт был арестован по подозрению в краже со взломом в доме мистера Форда и содержался под стражей, а затем был освобожден для явки в суд на следующих выходных. На этом этапе у полиции не было никаких предположений, что Аркрайт стал убийцей всего несколько часов назад. А Энтони тем временем, удивленный, что убийцу так спокойно выпустили, продолжил свои деяния. Воскресенье, 28 августа 1988 года. Маркус Ло погиб в результате аналогичного яростного нападения в своем доме на Денман-Роуд, Уотт, после ссоры. Ло оказался в инвалидной коляске после аварии на мотоцикле и был совершенно беззащитен перед Аркрайтом. Его жестоко зарезали, нанесли более 70 ножевых ранений, прежде чем оставить с сигаретами во рту и ушах. Также ему выкололи глаза и вставили в зияющие раны сигареты. Аркрайт сказал, что это была месть за все сигареты, которые Ло украл у него. Понедельник, 29 августа 1988 года. Во время обычного визита к сыну мать Маркуса Ло зашла и обнаружила ужасающую сцену. Она сразу же вызвала 911. Естественно, спасти несчастного уже не представлялось возможным. Была вызвана полиция. Там быстро поняли, что главный подозреваемый Аркрайт. Через несколько часов его схватили и арестовали по подозрению в убийстве. На этом этапе у них было мало улик против Аркрайта, и он отрицал убийство. Полиция захотела поговорить с соседями, в частности с Реймондом Фордом, которого Аркрайт ограбил несколькими днями ранее. Они отправились на Денхэм-Роуд, где жил Аркрайт, чтобы провести расследование. Констебль Дэвид Винтер отправился в дом Форда на Денхэм-Роуд, через дорогу от квартиры Аркрайта. Там он обнаружил ужасающую сцену. Форд был убит, и все его внутренности были разбросаны по квартире. Теперь полиция знала, что они расследуют двойное убийство. Полиция арестовала Аркрайта, который признался в 4 убийствах, что означало, что поиски тел других его жертв должны были быть организованы в спешном порядке. Было высказано предположение, что когда потрясенная полиция обнаружила 3 оставшихся тела, Аркрайт почувствовал, что теряет контроль, и поэтому придумал 5-ю жертву, что привело к дальнейшим поискам тела среди озер и дренажных канав. Это усложнило и затянуло дело. Находясь в тюрьме Хулл в ожидании суда, Аркрайт вымазал стены своей камеры экскрементами в грязном протесте против того, что его не признают и не почитают так, как, по его мнению, должны бы. Убедив тюремных врачей в том, что он невменяем, он был переведен в Рэмптонскую больницу в Ноттингемшире. Местные психиатры определили, что он был вменяем и готов дать показания. Причем один врач прокомментировал, что Аркрайт был самым здравомыслящим человеком в здании. В июле 1989 года Энтони Аркрайт предстал перед судом за совершенное им убийство. После отсрочки заседания, которую потребовал его юридический представитель, Аркрайт изменил свое заявление о невиновности на признание себя виновным в убийствах своего деда Реймонда Форда и Маркуса Лоу. Он заявил о своей невиновности в убийстве Эльзы Кронодайт, но председательствующий судья Бором приказал оставить это обвинение в деле. Энтони Аркрайт был приговорен к пожизненному заключению с рекомендацией отсидеть не менее 25 лет. В 1990 году тогдашний министр внутренних дел Джек Стро объявил этот срок слишком мягким
и увеличил его до продолжительности на всю жизнь. Почему же Аркрайт убивал? Было установлено, что он получил неблагополучное воспитание, и на суде его защита представила образ молодого человека, страдающего от отголосков детства. Может быть, он все время только фантазировал об убийствах, пока однажды увольнение с работы не стало спусковым крючком. Более вероятно, что Аркрайт жаждал славы, и многие его действия доказывают это. Выбор жертв – все это легко можно было отнести к нему. Хвастовство, шутки по поводу того, что он совершил убийство, жуткий поступок с сигаретами в трупе, грязные протесты в тюрьме, создание пятой жертвы и уловка, призванная убедить врачей в том, что он невменяем. Все улики указывают на глубоко обеспокоенного человека, который жаждал внимания и не хотел ничего больше, чем быть одним из самых известных и самых презираемых британских убийц. Но несмотря на все его ужасные преступления, имя Энтони Аркрайта никогда не попадало в общественное сознание как имя потрошителя, которому он так отчаянно хотел подражать. Вместо этого он отбывает срок в тюрьме без каких-либо шансов на освобождение. Он никогда не выражал раскаяния и не пытался объяснить своих действий. Лишь однажды он сказал, что убил Маркуса Ло, потому что ему надоело, что он просит у Аркрайта сигареты. Имя Энтони Аркрайта почти не помнят. Более того, оно даже малоизвестно. Но семьи жертв Аркрайта никогда не забудут того, что он сделал. И даже спустя годы его ужасающие действия по-прежнему вызывают трагические последствия. Через 14 лет после ужасного убийства своего сына, отец Маркуса Ло, Тони, покончил жизнь самоубийством, отравившись газом в своей машине. Он так и не смог пережить ужасную смерть своего сына. Офицер полиции в отставке, который работал над расследованием преступлений Аркрайта, поддержал приговор, вынесенный Аркрайту. С того дня, как мы привлекли его за убийство Маркуса Ло, и до дня, когда его посадили в тюрьму, Аркрайт, казалось, искренне гордился тем, что он сделал. Он ожидал, что все будут уважать его и будут им очарованы. Он был испорченным ребенком, отчаянно нуждающимся во внимании. В своем извращенном уме он выбрал убийство, чтобы привлечь внимание, которого он жаждал. Он самый опасный человек, которого я когда-либо встречал за 25 лет работы. Он никогда не должен выйти на свободу. Инспектор Боб Мик. 19 февраля 2014 года. Аркрайт вместе с убийцей Артуром Хатчинсоном подали апелляцию на наложенный на них пожизненный срок. Трое судей высокого суда отклонили апелляцию, заявив, что их пожизненный срок полностью законен и обжалованию не подлежит. Итак, узнав все ужасающие подробности, исключая невменяемость убийцы, как вы считаете, чем он руководствовался? Почему так жестоко расправлялся с жертвами? Действительно ли он настолько хотел быть похожим на Джека-потрошителя, что реализовал все свои юношеские фантазии в реальность? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.